Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как имя влияет на судьбу человека. Как от нашего имени зависит, чем будет наполнена наша жизнь. Потому что первая буква нашего имени, наши деньги и характер – это все взаимосвязано. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы узнаете очень много полезной, важной и нужной для себя информации. Вы знаете, имя имеет достаточно большое значение в жизни каждого человека, и об этом знали еще в древние времена. Между именем и событиями, происходящими в жизни человека, существует достаточно тесная взаимосвязь. И имя, которое дается нам при рождении, это звуковая мантра, которая указывает влияние на человека с самого рождения. Каждая буква в имени – это волна определенной частоты. Она, воздействуя на человека, формирует в нем разные душевные качества. И ребенок привыкает к сочетанию звуков, его характер формируется в зависимости от того, какие буквы в имени. Ну а чтобы узнать, как влияют буквы на имя, рассмотрим значение каждой буквы. Вы знаете, первая буква в имени, она самая важная. Она и вот дает вот эту энергетическую характеристику человеку в целом. По ней определяются жизненные стремления человека, направление его деятельности, склонность к чему-либо, то, как он мыслит. Эта буква заключает в себе первоочередную задачу человека в жизни. И какое влияние оказывает первая гласная буква в имени человека. Давайте начнем с буквы А. Вы знаете, эти люди прирожденные лидеры, но эгоисты, к сожалению, по натуре. Им не подходит монотонная работа, поэтому они ее часто меняют и даже не задумываются об этом, так как могут достичь определенных результатов в любой сфере деятельности, что делает их материально независимыми. Далее буква Е. И вы знаете, эти люди обладают хорошо развитой интуицией. Они часто ставят перед собой непростые цели и легко их добиваются, благодаря напористости и интуиции. Они достигают финансового благополучия, стабильности. Также они хорошие и интересные собеседники. С ними всегда есть о чем поговорить, что обсудить. От них можно многому научиться. В их окружении часто много хороших знакомых и людей, которых к ним тянет. Далее буква И. И у тех, у кого имя начинается на букву И, этим людям свойственно чувство юмора. Но прямолинейность в суждениях, которая присуща этим людям, не всем по нраву. Даже близкие люди часто обижаются на них. Это им мешает достичь определенных успехов в жизни. К ним никогда никто не придет на помощь и не подставит свое плечо, ведь знают, что как только у них все наладится, они ничего не оценят. Из-за своего характера у них частые проблемы с работой, что влияет на их финансовое положение. Буква О. И этим людям на протяжении всей жизни очень везет в финансовом плане. Они просчитывают все свои действия наперед, и у них это хорошо получается. Они видят то, что другим не под силу. Они очень трудолюбивы, они добиваются больших успехов в жизни и не знают нужды в деньгах. Они стараются быть независимыми. Это часто помогает добиваться новых и новых целей, покоряя новые и новые ступеньки. Они любят учиться всему новому. Буква У. И вы знаете, эти люди стараются обходить стороной ситуации, которые приводят к стрессам и конфликтам. Они многого добиваются в жизни, идя на компромисс. В семейной жизни они однолюбы и любят домашний уют. Они стараются всячески его поддерживать. Часто финансово зависимы от своей второй половинки, но денежная энергия любит их. Поэтому проблемы с деньгами у них возникают очень редко, и возникнув, все очень быстро налаживается в их жизни. Буква Э. И у этих людей завышенная самооценка. Их «я» на первом месте. Любопытство втягивает их в различные авантюры, но в личной жизни им свойственно такое качество, как преданность. Если такие люди трудолюбивы, то в таком случае финансы стабильно поступают в их жизнь. А вот если они ленивы, то денежные проблемы преследуют их на протяжении всей их жизни.
Буква Ю. У этих людей романтическая и творческая натура. Эти люди боятся что-либо менять в своей жизни, часто не предпринимают шагов, которые могут изменить их финансовое положение. Денежная энергия, как правило, обходит их стороной. Новые приключения не для них. Они не любят выходить из своей зоны комфорта. Из-за этого не стремятся подниматься по карьерной лестнице или искать дополнительный заработок. Их в основном всегда и все устраивает. Буква Я. И у тех, у кого имя начинается на букву Я, эти люди любят дерзить, острословить, не боясь вообще кого-то обидеть. Поэтому отношения с другими людьми желают лучшего. У них очень хорошо развита фантазия, а вот с финансами постоянная проблема, так как из-за своего характера они отталкивают не только нужных людей, но и положительные энергии, а с ними и энергию денег. Теперь поговорим о том, какое влияние оказывает первая согласная буква в имени человека. Буква Б, знаете, эти люди любят острые ощущения. Стремление к материальному достатку у них заканчивается успехом, и в большинстве случаев им даже не приходится прилаживать особые усилия. Они часто стараются помогать окружающим людям и занимаются благотворительностью. Буква В. Это люди-романтики. В любой ситуации стараются увидеть позитив, и из них получаются хорошие друзья. Они пользуются уважением как на работе, так и среди окружающих людей. Они достигают в жизни стабильного материального положения, благодаря чему не нуждаются в деньгах. Они счастливы в браке и создают счастливые семьи. Далее буква Г. С буквой Г люди любят порядок, они могут поступиться своими личными успехами, дабы другие люди в их окружении были счастливы. Они не умеют распоряжаться деньгами. Как только у них появляются деньги, они сразу начинают их тратить, и в основном на те вещи, которые им точно не принесут пользу, а просто потому, что в данный момент им так захотелось, поэтому денежная энергия часто пропадает из их жизни. Далее буква Д. Эти люди надежные партнеры в семейных отношениях. У них обычно всегда крепкие семьи, но признавать свою вину в бытовых моментах они не любят. Финансовое положение у них стабильное, они всегда и во всем готовы помогать окружающим. Далее буква Ж. И этот тип, это тип нерешительных людей. Они не спешат жить, они постоянно думают, что времени больше, чем есть на самом деле. Свои решения они тщательно обдумывают, но из-за этого пропускают момент, когда нужно быстро реагировать, и лишают себя многих возможностей, которые могли бы принести им положительные изменения, как материальные, так и моральные. Далее буква З. Вы знаете, эти люди очень осторожные, это проницательные люди, у них высокоразвитая интуиция, прислушиваясь к которой они часто добиваются очень многого. Спутника жизни, как правило, они выбирают одного и на всю жизнь. Но для того, чтобы финансы были в их жизни, нужно хорошо для этого постараться и потрудиться. Далее буква К. И этим людям с буквой К в имени свойственны такие дипломатия, и они всегда знают, когда нужно что-то сказать, а когда наоборот нужно промолчать. Но выбор спутника жизни дается им нелегко. Деньги в их жизни есть в достаточном количестве, чтобы в них не нуждаться. Далее буква Л. И люди с буквой Л – это люди с артистичными данными. Они умеют любить и их всегда любят, даже когда знакомы с ними совсем мало. С финансовым положением таких людей часто возникают проблемы. Они много любят откладывать на потом, и это играет для них не всегда приятную роль. Далее буква М. Люди с буквой М – это люди, которые имеют хорошо развитое воображение. Они стеснительны и заботливы. Тихая семейная жизнь точно для них. А вот достижения в карьере им не даются. Денежную энергию, чтобы присутствовала в их жизни, нужно периодически притягивать, используя определенные денежные талисманы. Далее буква Н. Эти люди очень ответственны, легко ранимые, легко обижаются и способны преодолеть любые страхи и помочь другим справиться с ними. Для того, чтобы финансовые поступления в их жизнь были стабильными, нужно постоянно работать и пытаться добиваться новых успехов. Далее буква П.
Вы знаете, у тех, у кого имя начинается на букву «П», это люди зависят от чужого мнения, что часто мешает им принимать правильные решения. А вот окружающие их люди часто пользуются их идеями и благодаря этому добиваются хороших результатов. Они аккуратны как в работе, так и дома. Деньги присутствуют в их жизни для самых необходимых нужд. Также они считаются хранителями чужих тайн. Далее буква «Р». И такие люди с решительной натурой, которые не терпят преград на своем пути. Они напористые, они всегда любят ставить высокие планки и добиваться их. Они способны добиться больших успехов в бизнесе. У них партнеры по бизнесу из круга близких знакомых. Проблем финансов они, как правило, не знают. Далее буква «С». Эти люди капризны и неугомонны. В поисках избранника есть проблемы. У них это может быть не реальный человек, а придуманный. Любят жить непосредством, из-за чего часто сами и страдают, создавая себе определенные финансовые проблемы, которые накапливаются вокруг них в большом количестве. Далее буква Т. Вы знаете, у тех, у кого имя начинается на букву Т, это люди достаточно творческие, с вспыльчивой натурой, часто находят приключения на свою голову, при этом притягиваются к ним определенные неприятности. Такие люди живут с эмоциями и не всегда думают о дальнейших последствиях. У них получаются плохие руководители, а деньги появляются в их жизни поэтапно. Далее буква F. Такие люди очень добрые, покладистые и чуткие. Им свойственно добродушие, и с этими людьми комфортно с самого начала знакомства. У них получаются хорошие руководители, управители, и деньги постоянно появляются в их жизни в нужном для них количестве. Далее буква Х. Это люди порывистые, им свойственно непостоянство, они любят брать кредиты, которые потом не всегда получается возвращать. Эта привычка мешает поступлению денежной энергии в их жизнь. Только пересмотрев свои взгляды, можно сделать жизнь стабильной и ни в чем не нуждаться. Далее буква С. Те люди, у кого имя начинается на букву С, это, вы знаете, люди очень гордые, самоуверенные, высокого мнения о себе, что мешает им реально смотреть на многие вещи и оценивать происходящую ситуацию вокруг них. Часто они остаются без финансов, так как не могут оценить и, к сожалению, рассчитать свои возможности. Далее буква Ч. Вы знаете, у тех, у кого имя начинается на букву Ч, это очень честные, преданные и справедливые люди. Они хорошие и верные друзья, готовы оказать помощь в любой ситуации. Они притягивают к себе разные положительные события, финансы. В их жизни все получается достаточно легко. Далее буква Ш. И вы знаете, имя, у кого начинается на букву Ш, это, как правило, принципиальные, гордые. Это люди, которые знают себе цену. Они отстаивают свою точку зрения в любой ситуации, а также умеют добиваться значительных финансовых результатов и уважения. Далее буква Щ. И у тех, у кого начинается имя на эту букву, это, как правило, ранимые люди, это щедрые люди, им присуща доброта и сострадание. Но заполучить деньги в свою жизнь им удается с большим трудом, им приходится работать и работать для того, чтобы заполучить те или иные блага. Исходя из рекомендаций, предложенных нами выше, вы можете легко проследить, что обозначает буква в вашем имени, и составить даже представление о человеке. Поэтому, давая имя ребенку, нужно обратить внимание, с какой буквы желательно, чтобы начиналось его имя, так как от этого будет зависеть, насколько будет успешной и финансово благополучной его жизнь. Поэтому помните о том, что многие вещи зависят и от нас самих. Поэтому, стараясь выбрать имя ребенку, вы должны продумать о том, какое же это будет имя, для того, чтобы оно действительно вашему малышу принесло не только радость, счастье, но и также финансовое изобилие и достаток. Также проследите сами, как у вас ваша буква в имени, как она реагирует и влияет на вас по жизни.
Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. На интуитивном уровне выберите то видео, которое вам больше интересно. И смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, друзья. Услышимся в следующем видео.